Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! В данном видеоуроке вяжем мозаику из центра. Можно связать мотив любого размера. Схему мы здесь не будем использовать. Я покажу вам, как вязать такой узор. Я расскажу вам принцип вязания. Покажу, как незаметно переходить на новый ряд, чтобы вот этот мотив был идеален. Здесь не видно, где у меня угол. Видно только с изнанки. Вот такой вот незаметный переход. Связать вы можете любого размера. Расскажу принцип, расскажу, как строить эти ромбы в последующих рядах. Так что приступаем к вязанию. Вязать будем из шнура Карамель Бэби 2 миллиметра. Вы же по желанию можете вязать из шнура, можете из пряжи, смотря что вы будете вязать. Либо это будет плед, либо наволочка на подушку. Но если наволочка на подушку, то можно и из такого шнурочка вязать 2 миллиметра. У меня есть промокод на скидку 10%. Оставлю реквизиты в описании под данным роликом. И использовать будем крючок номер 3. Приступаем. Так, изначально делаем кольцо, набираем в кольцо. Смотрите. Так, воздушная петля и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида, 2 воздушные петли. То есть каждая грань это у нас 1 столбик без накида, а углы это 2 воздушные петли. Так, нам должно быть 4 столбика без накида, между ними по 2 воздушные петли. Так, провязали 4 столбика. И последнюю грань, чтобы переходить на новый цвет, делаем накид. Это вместо 2 воздушных петель. 3 петли на крючке, 2 провязываем и вводим новую нить. Вводим новую нить. То есть мы будем чередовать каждый новый ряд. Это у нас новый цвет. И провязываем половину угла. Так, провязали, да? И смотрите, так как в предыдущем ряду было провязано только по одному столбику, в каждом новом ряду, получается, каждая грань увеличивается на 2 столбика за счет угловых петель. То есть над столбиком мы провязываем за заднюю полупетлю только 1 столбик без накида. И угловые, вот, столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. То есть если в предыдущем ряду у нас грань состояла из 1 столбика, то за счет угловых столбиков у нас теперь на каждой грани по 3 столбика. 1, 2, 3. За счет угловых. Каждый ряд на каждой грани, да, будет увеличиваться на 2 столбика без накида. Провязываем над предыдущим столбиком за заднюю полупетлю и в угол. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Над столбиком предыдущего ряда за заднюю полупетлю провязали столбик без накида и сформируем еще один угол. Углы формируем всегда так. Столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. Доходим до угла. У нас была провязана только часть угла. Довяжем угол далее. То есть провязав еще 1 столбик без накида и закрываем ряд. Там, где у нас меняются нити, всегда одинаково. То есть мы делаем накид. 3 петли на крючке, 2 провязали и меняем нити. Смотрите, вот так вот коричневую вводим в сторону, берем светлый шнур. Все, закрыли 2 ряд. Узор у нас начнется с 5 ряда, поэтому вяжем дальше таким же образом 3 ряд. То есть сейчас наша грань будет состоять из 5
столбиков за счет угловых и за счет 3 столбиков без накида по каждой грани. Провязываем половину угла. Над предыдущим угловым столбиком одним за заднюю полупетлю мы провязываем столбик без накида 1, 2, 3 и снова формируем угол, провязывая столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. По каждой грани мы вяжем 1, 2, 3 столбика плюс угловые столбики. Столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Итак, довязываем наш 3-й ряд. Еще осталось 2 грани. 2, 3, угол, столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик без накида. Все, осталось довязать еще половину угла. Провязываем сюда столбик без накида, делаем накид, 2 петли провязываем, уводим в сторону, берем коричневую нить и закрываем ряд. Так как узор основной начнется с 5-го ряда, то 4-й мы опять же провязываем половину угла. Над предыдущим углом, над первым столбиком, да, сразу за заднюю полупетлю мы провязываем столбики без накида. Чтобы не ошибиться, можете считать, каждый ряд увеличивается на 2 столбика за счет угловых столбиков, я уже это говорила. То есть было 1, 3, 5, здесь должно быть 7. Угловой 1, 2, 3, 4, 5, ну и плюс угловой вот сейчас будет. Все, то есть 7 столбиков, 2 воздушные петли. То есть вот этот 4-й ряд провяжите самостоятельно, а уже с 5-го ряда пойдет интересное, будет, начнем вязать наши ромбы. Итак, я связала 4 ряда, поменяла нить, провязываем половину угла и еще один столбик за предыдущую половинку угла и еще один столбик уже по грани. И смотрим то есть вот эти вот столбики, вот эти ромбы у нас формируются за счет столбиков с одним накидом, которые мы будем провязывать за предыдущий ряд такого же цвета. То есть вот сейчас мы делаем столбик с накидом и провязываем за вот по этой грани, если у нас считать светлого цвета было 5 столбиков, за 2-й столбик. Вот этот столбик провязали, под ним петля у нас остается пустой. Да, здесь больше ничего не провязываем. Далее мы провязываем столбик без накида за заднюю полупетлю и снова формируем столбик с накидом и опускаемся вниз на светлый цвет. То есть вот таким образом у нас начинают формироваться ромбы. И по каждой грани мы провязываем точно так же. Далее мы провязали 2 столбика без накида и угловой столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. Снова мы провязываем 1, 2 столбика без накида плюс угловой. Далее спускаемся вниз и формируем вот за эти вот петли наши ромбы. 1. Далее провязываем обычный столбик без накида, петлю пропускаем там, где у нас столбики с одним накидом. Здесь тоже мы ее пропускаем и в следующую провязываем столбик без накида 1, 2 и угловой столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. 2 оставшиеся грани довяжите самостоятельно. Итак, провязали 5-й ряд, переходим на 6-й ряд, где мы изначально формируем
как бы внешнюю оболочку ромба светлого цвета, и внутри будем провязывать ромб коричневый. Сейчас покажу, что мы делаем в 6-м ряду. Итак, меняем нить, как обычно мы ее меняем. Провязываем половинку угла, делаем. И далее, как всегда, мы за заднюю полупетлю провязываем обычные столбики без накида, пока не дойдем до серединки вот этого начала нашего ромба. Провязываем столбики без накида. Вот. А где серединка начала ромба? Вот смотрите, мы делаем накид, спускаемся вниз и формируем ромб, который будет в середине коричневого цвета. Все, 6-й ряд у нас здесь формируется только серединка. Далее по прямой 1, 2, 3, 4 столбика без накида и 1 угловой столбик. То же самое сделаем и по всем остальным 3 граням. То есть только вот здесь посередине мы провяжем столбик с 1 накидом. Вяжем до конца 6-й ряд. Итак, мы провязали 6-й ряд. Теперь мы снова переходим на светлый цвет. То есть мы будем расширять наш ромб, окантовку нашего ромба. Вот смотрите, как он, видите, вот эти 2 мы первые провязали. Теперь вот эту вот окантовочку. То есть будем формировать ромб. Ну, то есть в начале здесь. Потом покажу, в каких рядах мы начнем переходить, сразу вязать новый ромб и какое расстояние будет у нас между ромбами, чтобы гармонично смотрелся рисунок. Так, формируем половинку угла, провязываем столбик. Дальше над предыдущим углом за задние полупетли и по прямой мы провязываем столбики без накида. Вот. Теперь в предыдущих светлых рядах у нас столбик с накидом был здесь. Теперь мы ромб расширяем и провязываем рядышком. 3 столбика без накида далее вяжем за заднюю полупетлю. 2, 3. И опять столбик с 1 накидом. Там, где столбик провязываем, я уже говорила, мы столбики без накида за заднюю полупетлю не вяжем. Все, провязали столбик с накидом и продолжаем со следующей петли довязывать грань до конца ряда. Так, угол формируем, 2 воздушные петли, вторую часть угла и по прямой вяжем 1, 2, 3 столбика. То есть, если считать угол, то 4 столбика без накида, столбик с 1 накидом, 3 столбика без накида за заднюю полупетлю, как всегда мы вяжем, и снова столбик с 1 накидом. И до конца ряда 4 столбика без накида, 3 из которых за заднюю полупетлю и 1 столбик угловой. Все. 2 оставшиеся грани довяжите самостоятельно. Это у нас 7-й ряд. Итак, довязали 7-й ряд. Вот наши ромбы начинают формироваться. И все, что внутри белой окантовки, скажем так, мы будем заполнять столбиками с накидом. То есть сейчас мы будем провязывать с вами 3 столбика с накидом внутри вот этих наших ромбов. Это 8-й ряд. Так, провязываем половину угла. И далее мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Так, вот угловой столбик 1 и плюс 5, 6 столбиков без накида. Далее внутри ромба, как я уже говорила, мы все заполняем столбиками с 1 накидом. То есть провязываем 1 столбик, 2 столбик с 1 накидом и 3 столбик с 1 накидом.
там, где провязывали 3 столбика, вот эти 3, которые под ними, мы не трогаем, об этом я уже говорила. И до конца ряда довязываем 5 столбиков без накида плюс угловой столбик. Так, 3, 4, 5. Пятый приходится на угол предыдущего ряда и 6 угловой. Все, угол, как всегда, 2 воздушные петли. И то же самое мы проделываем с каждой гранью. Я думаю, что провяжете самостоятельно, то есть тут ничего сложного. Опять же угловой, 5 столбиков за заднюю полупетлю, 1, 2, 3, 3 столбика с одним накидом. То есть вот заполняем серединку ромба. Так, мы провязали 8 ряд. Переходим на новый ряд, снова светлого, так, 2 петли провязываем, коричневую в сторону, закрываем светлой нитью. Так, и половинку угла провязываем, и окантовку ромба будем делать еще подальше, то есть вот здесь. Так, это мы провязывали половинку угла, провязали, далее 1 столбик, 2, 3, 4, да, то есть считаю угловой 1, 2, 3, 4, 5 и провязываем столбик с одним накидом. Внутри мы провязываем 5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5 и снова столбик с одним накидом. И до конца ряда 1, 2, 3, 4 плюс угловой у нас 5. Ну вот, считаем угловой 1, 2, 3, 4, 5, столбик с одним накидом 1, 2, 3, 4, 5, столбик с накидом 1, 2, 3, 4, 5. Каждую грань сделайте точно так же, то есть здесь мы снова провяжем, давайте начнем, 2 воздушные петли, столбик без накида, над предыдущим угловым за заднюю полупетлю столбик без накида. Так, всего 5 вместе с угловым. И вот, то есть у нас наша грань, наш ромб расширяется. 5 столбиков внутри, вот здесь снова столбик с накидом и так далее. Провязывайте 9 ряд, покажу, как вязать далее. Так, переходим к 10 ряду, заполняем коричневую серединку ромба, половинку угла провязали и вяжем. Сейчас скажу, сколько у нас получается. Угол это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков без накида. И далее мы заполняем серединку, провязываем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И по прямой снова 7 столбиков без накида. Так, это 6 обычный, 2, 3, 4, 5, 6 и 1 угловой. 2, 3, 4, 5, 6 и 1 угловой. Угловой, далее 2 воздушные петли и снова угловой столбик, и по следующей грани делайте то же самое. Это получается сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, вот это первый столбик, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И заполняем внутри 5 столбиков с одним накидом. И снова 7. Провязываем этот ряд. Так, провязали 10 рядов. Далее в 11 ряд у нас уже будет середина ромба. То есть мы здесь вот эту нашу окантовку не увеличиваем, а провязываем на том же уровне. Сейчас объясню. Так, угловой столбик провязали. Далее за заднюю полупетлю, как обычно мы с вами вяжем.
Так, сейчас скажу, сколько всего столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 вместе с угловым. И далее столбик с одним накидом на том же уровне, где был провязан столбик с одним накидом предыдущих, вот светлые ряды, когда мы вяжем. Далее мы за заднюю полупетлю провязываем 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и 5. И опять на том же уровне, то есть это у нас середина нашего ромба. Далее следующие ряды ромб наш пойдет на сужение. И по прямой. Раз, два, три, 4, 5, 6 и угловой 7. То есть 7 столбиков без накида, считая угловой 1 столбик с накидом, 5 без накида, 1 с накидом, 7 без накида. То же самое по каждой стороне. Это у нас 11 ряд. 11 рядов провязали, переходим к 12. Он у нас коричневого цвета. Сейчас снова мы будем заполнять серединку нашего ромба. Вяжем пока столбики без накида. Ромб внутри тоже идет на убывание, поэтому внутри мы провяжем с вами только 3 столбика с одним накидом. Сейчас я скажу, сколько я провязала без накида. Так, считая угловой. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть в этом ряду 10 столбиков без накида. 3 столбика с одним накидом. Раз, два, 3. Вот они посередине. То есть по одному с одним накидом в предыдущих рядах мы пропускаем. И снова 10 столбиков без накида, считая угловой столбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 угловой. 10 без накида, 3 с накидом, 10 без накида. Довязываем до конца этот ряд. Итак, мы связали 12 рядов. И далее, смотрите, когда наш первый ромб уже идет, вот видите, мы сейчас будем вязать вот эти вот грани, то есть мы уже будем его закрывать. И когда мы начинаем закрывать, мы начинаем рядом формировать новый ромб. И самое главное, мы здесь должны ориентироваться, что расстояние между началом вязания нового ромба от этого будет раз, два, три, 3 столбика. Самое главное, на это расстояние ориентируемся, не угловое, потому что здесь их 2. Далее, когда столбики пойдут выше, здесь их 3 и так далее. Вот это расстояние, оно будет расширяться. А чтобы ромбики вот здесь внутри выглядели одинаково, то ориентируемся, что вот у нас вот эти будут по одному столбику с накидом и раз, два, 3 столбика обычных, и тогда начинаем новые. И здесь везде так. То есть, видите, здесь мы тоже закрываем вот эти 2 ромба. Раз, два, 3, начинаем новые. То есть ромбы внутри лягут ровно, а вот это расстояние здесь, оно будет немножко увеличиваться. И за счет этого и рисунок будет очень красивый. Так что в 13 ряду начинаем формировать новые ромбы. Столбик с накидом будем провязывать вот здесь. От него раз, два, 3. И формируем новый. Раз столбик, одну петлю пропускаем, 2 столбик. Так, то есть до этого столбика вяжем. Итак, до начала формирования нового ромба вяжем. Так, 1 столбик угловой, 2, 3, 4. Сейчас посмотрим, да, чтобы внизу было 2. Да, вот здесь начинаем формировать. Провязываем 1 столбик с накидом, 1
без накида за заднюю полупетлю и 1 с накидом. И смотрим. Сейчас начну вот этот. Раз, два, 3 без накида, 1 с накидом. То есть мы уже здесь ведем его к закрытию. Самое главное, ориентируемся на вот это расстояние. Да, раз, два, 3 столбика обычных. И начинаем провязывать новый ромб. Вот это расстояние, да, оно здесь у нас 2, там я показывала 3 и так далее. То есть вот эта линия, она у нас будет расширяться. Я уже об этом говорила. А столбики, столбики вот расположенные вот здесь, будут расти и располагаться гармонично. Так. Далее провязываем 3 столбика. Раз, два, 3 столбика без накида, столбик с накидом. 3 пропускаем, то есть провязываем раз, два, 3 без накида. И далее формируем новый ромб и вяжем его по такому же принципу. Здесь раз, два, 3 и угловой столбик. Итак, это 13 ряд. Да, как мы здесь вяжем? Мы провязываем раз, считая угловой столбик. Раз, два, 3, 4 столбика без накида, столбик с накидом, 1 без накида, 1 с накидом. Далее идем 3 без накида, закрываем наш ромб, 1 с накидом, внутри 3 без накида, 1 с накидом. И зеркально то же самое, то есть сюда идет 3 столбика без накида, 1 с накидом, 1 без накида, 1 с накидом и 4 без накида, считая угловой столбик. Довязываем этот ряд самостоятельно. Я вам покажу, как перейти на новый коричневый ряд. Мы здесь тоже будем закрывать наш ромбик и провязывать уже 1 столбик с накидом. Итак, довязали 13 ряд. Уже хорошо видно наш сформировавшийся ромб 1. Сейчас начнем с этого ряда вязать серединку и этого ромба, и здесь оставшийся, и этот закрывать. То есть здесь только 1 столбик с накидом. Итак, угловой столбик я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вяжем серединку нового ромба. Так, следуем до следующего. Раз, два, 3, 4, 5, 6. И здесь у нас 1 столбик с накидом, а здесь мы уже закрываем наши ромбы, поэтому идем на уменьшение. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Снова серединка ромба. И довязываем эту грань. Раз, два, 3, 4, 5 и угловой столбик 6. То есть тут все просто. Здесь идет 6 столбиков без накида. Считаю угловой. Раз, два, 3, 4, 5, 6. 1 столбик с накидом. 6 без накида, 1 с накидом. 6 без накида, 1 с накидом. 6 без накида. Довязываем эту грань самостоятельно. В следующем ряду я уже закрою этот ромб. Начну дальше вязать вот этот. И, в принципе, далее вы сможете уже вязать самостоятельно. Еще раз подскажу принцип. Итак, связано у нас 14 рядов. Вяжем 15 ряд. Так, вот этот ромб мы расширяем. Это у нас светлый цвет. Делаем его так, раз, два, 3, 4 столбика,
5 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5 вместе с угловым. Делаем его шире. То есть столбик с одним накидом. Раз, 3 столбика без накида. 2, 3. И снова столбик с одним накидом. А этот ромб, наоборот, делаем уже. Все, закрываем. Это последние ряды этого ромбика у нас. Все, то есть здесь мы делаем точно так же, как у нас было в начале. Столбик без накида. Ой, столбик с накидом, столбик без накида и столбик с накидом. Вот, вспомните, как мы в начале их делаем, да? Вот этот новый, вот этот. Все, этот ромб у нас уже связан. Так, столбики, которые под ними, не забываем, что мы не провязываем столбики. То есть вот эту косичку мы оставляем. 2, 3, столбик с одним накидом, 3 столбика без накида, 1, 2, 3, столбик с одним накидом. Далее и идем в угол. 1, 2, 3, 4 и угловой столбик 5. То есть в этом ряду, еще раз посмотрим, мы провязываем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, считаю угловой, 1 столбик с накидом, 3 без накида, 1 с накидом, 3 без накида, 1 с накидом, 1 без накида, 1 с накидом. И зеркально точно так же. Все. Далее показывать не буду, я рассказала принцип. Смотрите, вот первые ромбы мы закончили. Далее, когда мы начнем уже идти на сужение в последующих ромбах, мы снова начинаем вязать вот новые. И новых у нас уже будет, если, то есть сначала был один новый, потом 2, потом 3, потом 4 и так далее. И новый мы начинаем тогда, когда идем уже сужать вот этот. Именно начинаем его с белых столбиков, да. И расстояние, чтобы начать новый, 1, 2, 3 от предыдущего. Я уже говорила, именно внутри, на вот это расстояние не ориентируемся. Здесь оно будет, вот, здесь оно у нас было 2, здесь 3 и так далее. Оно здесь будет расширяться. Поэтому суть ясна. Я думаю, я подробно все объяснила. Никакая схема здесь не понадобится. Ну, если прям не будете уже разбираться, могу хотя бы в описании проговорить столбики. Разве что так. Именно хотя бы вот этого мотива, который связан у меня. Если был полезен мой видеоурок по мозаичному вязанию, по вязанию вот такого мотива, который можно связать любого размера, идеально подойдет для наволочки на подушку, идеально для пледа, для ковра. Ставьте, пожалуйста, лайки. Всем пока-пока.